в своей работе для обработки кожи. Надеюсь, меня хорошо слышно. Если да, ставьте плюсики, и я как бы продолжаю. Чтобы не затягивать видео, поделю, значит, свой как бы рассказ на несколько этапов. Их будет три. То есть я расскажу изначально о том, какие средства применяют для обработки бахтармы. Потом почитаю комментарии, отвечу на вопросы. Дальше расскажу о торцах. Тоже отвечу на вопросы. И потом уже поговорим о лицевой стороне. То есть чем финишировать изделие. Как бы чем больше подписчиков на канале, тем чаще встречаются вопросы, что такое апритура, чем красить бахтарму и так далее и тому подобное. Я сегодня не буду рассказывать о каких-то классификациях там средств, то есть их очень очень большое количество и очень большое количество брендов, у которых есть просто огромное количество тех же продуктов, они обновляются, там каждый год выходят какие-то новые. В общем, я расскажу именно о тех средствах, которые использую в своей работе, почему я на них остановился, и периодически какие-то я, допустим, меняю на другие, но сама суть, сама методика как бы обработки кожи, она не меняется. Значит, начнем с изнанки кожи, начнем с бахтармы. Допустим, значит, кожи я использую обычно растительное дубление. И здесь бывают следующие моменты. Конечно, сейчас уже чаще всего я использую, да, и КМЦ будет, это по поводу комментариев. Смотрите, э, кожа бывает с полированной, там, с обработанной уже бахтармой, да, и бывает вот с такой вот ворсистой. То есть она ничем не обработана. Ворс тоже бывает разного размера, большой, маленький, как бы неважно. Если, допустим, у нас бахтарма не обработана, и это чаще всего на кожах там, для галантерейных изделий, для кошельков, вот, чаще всего она у меня такая встречается. Значит, что я делаю? Что я применяю в работе с растишкой, вот, когда не обработана бахтарма? Использую клей КМЦ. Это обойный клей, о котором уже есть видео. Сможете его посмотреть на канале, как его приготовить. Значит, что он делает? Этот клей, по сути, при нанесении, да, вот мы его нанесли, потом беру шпатель или сейчас еще по рекомендациям зрителей купил вот такое вот стекло с гладкими торцами. И мы этим клеем просто как бы заглаживаем вот эти волокна. Под давлением и ну, такими, да, как бы давящими движениями мы его, по сути, как бы превращаем в однородную массу, вот, которая, э, как бы, это получается у нас ровная поверхность, да, после того, как мы это все загладили клеем КМЦ, даем высохнуть, у нас получается ровная такая сухая поверхность вот здесь. Дальше у меня спрашивали, стоит ли это, ну, как бы, что-то наносить поверх, и, допустим, зачем это нужно? Можно там наносить воск или что-то другое. Значит, смотрите, если мы, допустим, оставим бахтарму в необработанном виде, ну, как бы загладили и все, да, то такая изнанка, она будет как бы более подвержена различным повреждениям, там, механическим, и со временем вот этот ворс, он может где-то, допустим, подниматься, если мы хуже где-то разгладили или, допустим, в каком-то месте ворс там был побольше, он начнет подниматься. Для того, чтобы зафиксировать этот ворс, заклеить его, да, и чтобы получилась у нас какая-то такая незначительная пленка на самой изнанке, которую сложнее будет повредить в дальнейшем, я использую апритуры. Апритуры жидкие или же кремообразные. Жидкие апритуры
Сейчас у меня вот такая вот банка, это Лючида. В общем, химия от EXI. Брал до этого Автолюкс, но у них вот на последнем заказе у них Автолюкса не было. Предложили мне вот это вот Лючида. Это тот же, по сути, Автолюкс, только он более жидкий. Что делают апритуры? Апритуры в данном случае, они создают такую незначительную, еле заметную пленку на поверхности кожи и заклеивают нам вот этот, ну, бахторму. Допустим, если брать не жидкую апритуру, то у меня еще есть кремообразная апритура. Это, по сути, тоже, ну, как бы, то же самое действие, да, только вот в таком в кремообразном виде. Апритура, называется она Сюприма. Сюприма крем. Тоже от EXI. Были у меня разные и от разных производителей. Сейчас остановился на вот этом креме. Из-за чего? Потому что я стараюсь выбирать такие средства, которые будут у меня универсальные в плане того, что я им могу обработать и бахторму, и лицевую поверхность кожи. Так вот, вот этот крем, он в моем случае не, там, допустим, ну, с ним не возникало никаких проблем. Были крема, которые там подымали краску, после их нанесения начинало краситься изделие, или, допустим, там стиралась краска, или сложно как-то наносилась. Вот с этим кремом у меня наименее как бы каких-то сложностей при нанесении. Вот. Чем я это все наношу? Ну, если, допустим, жидкую апритуру, то беру просто поролон, кусочек поролона отрезаю и наношу. Жидкие апритуры на лицевые поверхности я не наношу. То есть вот эта банка у меня только для изнанки. Ну, так вот. Мне на лицевых поверхностях эти как бы жидкие апритуры, они не очень нравятся. Больше нравится, как работают кремообразные. Кремообразные апритуры наношу морской губкой. Пробовал поролоном. Поролон, он из-за того, что синтетический, он как-то быстро сохнет, начинаются разводы, тянет этот крем, крем сразу сохнет, и, в общем, получается такое не очень красиво, такие разводы, растяжки получаются. Э, Когда вот эту вот губку морскую я увлажняю слегка, да, она получается более такая увлажненная, потом набираю на нее крем, и наношу, то в процессе нанесения, из-за того, что эта губка, она держит в себе какой-то процент влаги, наш крем, он наносится более равномерно, и после высыхания нету там особых разводов, ну, ничего такого. Все, конечно же, зависит от кожи, которую вы используете. То есть я не могу сказать, что вот я вам рассказал этот метод, и все, оно у вас там сработает. И есть кожи, ну, с которыми очень сложно работать. Но в большинстве случаев этот метод как бы работает. И еще хочу сказать, что данная информация, она вся как бы вот именно на данный момент актуальна. Возможно, в дальнейшем я как-то что-то поменяю, но последний год-два работаю именно вот так вот. Конечно, сейчас стараюсь покупать кожу, которая уже с обработанной бахтормой, то есть она идет с завода, уже с закрытой изнанкой, и такие кожи, они, ну, получше, так скажем, и с ними меньше головников в работе, то есть меньше операций, меньше времени уходит на их обработку, и плюс эта изнанка уже закрыта там, с фабрики, она, допустим, не красит там одежду, хотя вот много кож, которые окрашивают одежду, и с них, ну, как бы, шить какие-то изделия, там, ремни, не очень хорошо, потому что получается потом негативный отзыв от клиентов. Потом был вопрос, допустим, если у нас вот изнанка не окрашенная, да, чем красить изнанку? Если вдруг, сейчас это очень редко, раньше я, конечно, красил кожу полностью, сейчас вот нашел нормальный себе вариант, работаю с уже окрашенной кожей, со сквозным прокрасом. Если у нас изнанка не окрашена,
работаю с вот такими вот красками. Это Best Coat Dye, краска на водной основе, проникающая от компании Vexi. Приятный запах, то есть из-за чего я ее выбрал? Есть там краски от Кенды, да, Толедо, они просто, ну, нереально вонючие, запах ужасный. И плюс они на спиртовой основе, они очень сильно как-то так, ну, не знаю, кожу прям проникают, с ними сложно работать. Вот эта краска, я ее наношу там поролоном, в общем, и в принципе более-менее. Нужно еще понимать, что эти краски, допустим, наизнанку нужно наносить в очень небольшом количестве, ну, очень так деликатно, потому что если большим количеством сразу нанесем, да, намазюкаем, то краска может пройти кожу и выступит вот на лицевой поверхности. Так что с этим нужно быть аккуратными. Еще хотел сказать по поводу того, что если мы сами окрашиваем изнанку или сами окрашиваем кожу, то такого покрытия равномерного, как это делают на фабриках, у нас не получится, если мы это все делаем вручную. На фабриках красят, чем там специально такие сопла, да, они равномерно распределяют краску, нужное количество, при нужных там условиях, определенная температура выдержана, все. У нас же этого ничего нет. Мы берем этот поролон, здесь макнули, здесь краски больше попало, здесь меньше, сюда вообще там не попала краска. Потом мы начинаем добавлять там и равномерно окрасить изнанку, я думаю, можно только пульверизатором или аэрографом. Но у меня такого ничего нету. Все, что я вот старался как-то более равномерно окрашивать изнанку каким-то ручными средствами, у меня ничего не получилось. Пробовал я краски вот эти вот проникающие, пробовал краски покрывные, пробовал еще краски, допустим, для замша. Вот у меня, ну, как бы была идея, что можно там, ну, из-за того, что здесь ворс, допустим, и замш, он там ворсистый, может, такая краска сюда ляжет. Все равно окрас идет неравномерный. И ну, чаще всего он не такой насыщенный получается, как, допустим, лицевую нам поверхность покрасить. Так, да, что еще хотел? Значит, апритуры вот, допустим, храню в таких вот баночках. Сейчас купил себе разного размера вот таких вот баночек и здесь храню химию для работы. Э, Что касается восков, допустим, для нанесения вот на изнанку, ну, тоже как бы смысла нету. Во-первых, если очень много воска нанести, то такая поверхность получается. Ну, мне лично не нравится, когда просто вот берешь и здесь воска, ну, немерено, да, там нанесено, и как бы такая изнанка, она не очень привлекательна. А если небольшое количество наносить, то ну, тоже воск не склеит эти волокна так, как апритура. Поэтому все равно они могут там подниматься или как-то потом ворситься. Этот метод, он на хромке не работает, ну как, работает, вот, если там постараться, да, потому что хромка тоже разная бывает. Бывает хром растительное дубление, которое более-менее там поддается обработкам. То есть, что касается хромки, это нужно все тестировать конкретно в своем случае. Допустим, нанесли крем, загладили, нанесли апритуру, и все равно как-то, да, ну, как бы будет, да, то есть какой-то результат все равно оно даст. На хромке я или же не обрабатываю вообще, или, допустим, склеиваю эти детали вот так вот, чтобы ну, как бы изнанку закрывать, или же можно там наносить вот таким вот способом, но прям такого классного результата, как на растишке, у нас не получится. Вот, значит, по бахтерме, э, а, еще одно средство, вот, это токанолы.
Можно его использовать и, в принципе, когда использую? Когда спешу. То есть наношу, сразу окрашивает нам изнанку и, в принципе, дает нормальный результат за меньшее количество проделанных операций. Вот и все. То есть у меня баночка, я как бы иногда использую. Если, допустим, изделие большое или, ну, большую площадь нужно покрывать, то это невыгодно, я все равно делаю клеем КМЦ. Если же небольшое изделие, какой-то там карт-холдер, допустим, где-то что-то замазать, то вот быстренько нанес токанолы и все бы нормально. Так, про изнанку вроде бы сказал все. Сейчас я посмотрю, что тут у нас по комментариям. Так, и дальше будем приступать к обсуждению следующей темы. Так, КНЦ. Ну, про КНЦ я уже сказал, то есть как раз его я и наношу на изнанку. И видео по КНЦ можно посмотреть на канале, оно уже очень давно есть, еще с самого начала канала. Так. ATX на спиртовой основе. Вот на спиртовой основе ATX я краску, ну, не брал или даже не встречал. Постоянно работаю именно с водной основой. Она нормально по запаху, и в моих вот маленьких таких условиях ну, можно работать. Фибинс, Waterstein. Ну, как уже сказал, смотрите, очень много производителей, очень много красок. Я не говорю, что вот только там и Экси, и все, ребята, и больше ничего нормального нету. Есть очень много классных средств, но все, что я использую в своей работе, это то, что мне доступно вот в моих условиях, вот, там, в моих географических условиях, то, что я могу купить у себя там в городе или заказать там по Украине. Есть классные средства, но они там в Америке, допустим. Ну, мне нету смысла, я получаю более-менее нормальный результат с тем, что вот у меня есть, и если, допустим, меня что-то не устраивает, тогда я, конечно, стараюсь найти другое средство. Но сейчас вот в этом плане я пока остановился, уже несколько лет таким вот образом обрабатываю бахтарму. Так, надо пульверизатор с опом 0,5 и широким факелом красить. Аэрограф даст узкий факел, и полосы будут видны. Да, но это надо, что касается покраски, это надо тоже тестить. Я, в принципе, работал аэрографом, и если его там чуть дальше отводить, то шире получается разброс, и тоже можно делать, ну, как бы такое напыление там. Это надо, в общем, приспосабливаться. Если часто красить там изнанку или кожу, то, конечно, нужны специальные такие приспособы и гараж, наверное, отдельно, чтобы там можно это все было проделывать. На балконе это нереально. Так, на коже хромового дубления хорошо так оно работает. Ну, не знаю, если работает, то, ну, как бы классно. С хромкой работаю очень редко, поэтому проверить токанолы в работе у меня, ну, как бы на хромке возможности особо не было. Мне рассказывают, что и на торцах его применяют на хромке, и на э, изнанку, но то, что я вот тестил, мне как бы результат не понравился. Здесь же еще разные критерии, да, кому-то нравится вот этот результат, а кому-то другой, да, мне хочется там более глаже, а кому-то обработанный торец там с небольшим даже ворсом там подходит, и как бы, ну, здесь разные варианты. Вот смотрите, я еще хотел кусочек показать кожи. Вот, допустим, это то, что уже заглажено и обработано апритурами. Видите? Вот такой эффект получается. А это как бы до. Вот такой и до такой. Так, чем лицо защитить, чтобы не царапалась кожа. Так, давайте сначала по бахтарме, да, теперь сейчас перейду к торцам и потом уже по лицевой стороне поговорим. Работа с кожей, можно прокормить семью. Можно прокормить семью, в общем, я сейчас к этому стремлюсь, но нужно развиваться, нужно находить рынки
рынки сбыта, нужно, и их должно быть несколько, то есть это нужно очень хорошо проработать как бы свою стратегию там, развития. Теперь, теперь торцы. Значит, это мы отставляем. Что касается торцов кожи, все почти то же самое. Торцы кожи, если это растительное дубление и те основные изделия, которые я делаю, это разгрузки для фотографов, я торцы обрабатываю тем же средством КМЦ. То есть это средство, оно дает как бы прозрачный такой эффект, его практически не видно, но при этом оно хорошо склеит волокна и дает более как бы такую равномерную заглаженную поверхность. То есть работаю с торцами на растишке вот этим вот средством. Еще могу работать, если это кошельки, использовать только для того, чтобы ускорить сам процесс работы. Вот, если, допустим, большие поверхности, ну, как бы ремни, то работаю КМЦ и наношу, значит, всем рассказываю, но ни разу не показал. Поверх заглаженного торца наношу вот такой вот грунт от компании Finiche. Называется он R6250P. Это прозрачный грунт. Выглядит вот так. Что он дает? Он просто закрывает нам торец, дает такую глянцевую как бы пленочку, да, его вообще применяют перед нанесением краски. Но я попробовал на изделиях, и мне понравился именно эффект, когда наносишь этот грунт, он потом после клея КМЦ в этот сухой торец еще впитывается, и как бы не получается там какая-то горка или какой-то слой дополнительный, как когда мы наносим краску, а получается такой гладкий торец, пропитанный и с какой-то еле заметной пленочкой. И я вот, ну, мне этот метод понравился, я его сейчас использую практически на всех изделиях, которые шью вот с растишки. То есть мне именно вот эта вот комбинация очень нравится, и я с этим работаю. Если, допустим, как уже сказал, изделия небольшие и надо быстренько сделать, то использую токанолы. Если, допустим, хромка, что у меня там есть пару кусочков и бывает нужно что-то с нее сделать, хромку, значит, я могу, если ее правильно, ровно срезать и получить хороший такой ровный торец, если, ну, как бы там острые ножи использовать и все такое, то просто ничем не полируя, вот, наношу вот эту вот штуку, этот прозрачный грунт, он закрывает, он как бы склеивает, ну, как бы такую небольшую, незначительную пленочку, ну, не знаю, здесь будет видно или не будет. В общем, его практически там особо не видно, но торец у нас получается заклеен, и какая-то вот небольшая все-таки пленочка, она есть. Как уже сказал, его используют для того, чтобы после нанести краску. То есть мы наносим грунт, потом шлифуем наждачкой, потом снова, допустим, грунт или же краску. Ну, как бы слышал рекомендации, что лучше пару раз грунт, потом там краску, экономить краску. Ну, кто-то вообще просто краску наносит. Это как бы мой способ работы с растишкой. Используем, если используем хромку, то есть еще вот краски. У меня, кстати, нету сейчас с собой изделий. В общем, вот от Лоренс мне нравится краска очень. Есть у нее тоже свой грунт, но он более такой вязкий, чем у Финичи, поэтому то, что от Финичи я использую для таких изделий, вот, чтобы он прям впитался, его ну, практически не было заметно. А Лоренс, если уже работаю с красками, то там грунт, он может где-то даже скрыть какие-то неровности,
Вот после его высыхания наносим краску и получаем, ну, как бы хороший ровный торец. Вот есть у меня вот такая вот краска, есть еще вот такая. Вот, они классно работают. И есть, конечно, у меня краски от Финича тоже, но они отличаются. Вот вроде бы краска и краска, а по внешнему виду торцы отличаются. Хотя и это классные производители, многие с ними работают, рекомендованные, как бы здесь ни о том я не могу сказать плохо. Вот. Но у меня есть и тот, как бы под случай я там использую, допустим, если у меня от Lorentz нету коричневой краски, да, то я использую Финича, потому что у меня есть. Ну и такого плана. Так, еще. Для торцов я еще, значит, что использую? Ну, это как бы не совсем этап обработки. Было мне интересно, как работать с этим воском, да, Колумбус. То есть его тоже наносят там утюжками, показывали. Ну, честно, я вот воском не проникся. Э, Есть и станция, и там паяльником я наносил. Ну, как бы такое, как им заглаживать. То есть его надо наносить уже на как бы уже обработанный торец, заглаженный. Тогда есть какой-то, ну, результат. А просто, допустим, на необработанный торец нанести воск и как-то его там полировать, ну, не знаю, у меня не получилось. Может, кто-то расскажет там технологию после видео, где-то в комментариях напишите, как этим воском можно, допустим, обработать торец кожи, загладить, заполировать его. Ну, я с радостью почитаю и попробую потестить потом, потому что воск есть, но в работе он мне не очень понравился. Ну, в плане того, что это такое средство, которое можно там нанести уже, допустим, поверх там краски как-то, наверное, вот, или клеем КМЦ там загладили, к примеру, и потом этим воском проработали. Значит, купил этот я воск. Был у меня еще до этого воск от компании EXI, когда-то тоже я брал потестить брусок. Вот такой вот разницы, разницы именно в применении и в результате я особо не заметил. Это вот полировочный воск, это воск Колумбус, он тоже, наверное, какой-то полировочный. То есть этот воск, его наносят на лицевую, там, на обувь, допустим, специальными такими кругами. Сначала на круг нанесли этот воск, да, потом там обувь вот полируют этим всем. То же самое, скорее всего, ну и вот это вот. В работе они ведут себя одинаково, значит, что я сделал? По итогу взял кусочек кожи, вот у меня был, пытался я свои оттиски, тестировал, остался у меня кусочек такой кожи ременной, я взял паяльную станцию, расплавил этот воск там по чуть-чуть, вот с одной стороны, там вот так вот ставил, плавил, и он нанесся на изнанку. Изнанка была изначально, ну, такая, с небольшим, вот мелким-мелким ворсом. Все, я ее покрыл этим воском, и что теперь делаю? Допустим, обработал торец, покрасил, и потом вот так вот полирую. Можно делать, допустим, здесь этот грунт от Финичи, он дает такой глянцевый эффект, да, и я потом просто воском вот так вот натираю. Эффект чувствуется, торец становится более гладше и матовый эффект получается, то есть краска уже не блестит. То же самое можно делать, я думаю, с красками или какие-то вариации пробовать, там, допустим, без краски, может просто наносить этот воск. В общем, вот таким вот образом натираю потом торцы на своих изделиях. Вот это единственный такой более, ну, приемлемый метод для меня показался применения этого воска. Так, ну, что касается обработки торцов, в принципе,
рассказал все, что знаю, все, как вот работаю. Полирую торцы тканью, если на растишке. Сликеры почти сейчас не использую. Как уже показывал в одном из видео, есть запись, да, просто кладу на ровную поверхность заготовку и натираю торцы с двух сторон ткани, полирую. Так, теперь почитаем. Ага, почитаем, что тут пишут. Так, какой грунт используете? Ну, грунт я уже показал. Вот, еще раз. Это грунт от компании Finichi. Уже давно им пользуюсь. Штука проверенная. Так, это не понял по поводу. Все так просто. Браво. Creating from Algeria. Так, воск плюс сликер на дремель. Ну, возможно, смотрите, воск плюс сликер, скажем так, вот все как-то приверженцы этих обработки восками и все такое. Воск в любом случае, он не закроет торец так же, как закрывает его краска. В любом случае торец будет более подвержен там, механическим повреждениям, чем тот торец, который покрыт краской. Краска это уже по сути слой там, резины какой-то, да, полимера, который закрывает нам торец. Он выглядит более эстетично и более защищен. Все, что мы делаем воском, а воск он при определенных температурах, ну если там пчелиный, он вообще начнет там крышиться. Эти тоже, вот же они, ну, дубовые. То есть на торцах, если где-то будет изгиб, он 100% ну, начнет там в структуре кожи трескаться, лопаться. Они начинают поднимать эту бахтерму. То есть воск именно конкретно обрабатывать торцы восками, ну, для меня это не совсем как бы понятно, почему именно так, почему нельзя брать там какие-то средства специальные, краски, грунты, которыми можно это все сделать более там, симпатично и менее как бы сложно, не надо никаких бормашинок, там ничего, вот такой штучкой нанесли краску или шилом, кто как. Мне вот эта приспособа нравится, в принципе. Нанесли, дали высохнуть, полирнули, зачистили наждачкой и, ну, если торцы более-менее нормальные. И все. Так, теперь токанол, потом коламбус. Тогда норм. Токанол воду не держит, коламбус закрывает воду. Вот это классно, классный комментарий, кстати, да, у меня есть кошелек, я, кстати, показывал, как его шить в видео. Вот это торец обработан, я не знаю, видно так. Вот это токанолы, да, коричневый. Вот я заполировал торцы и потом вот этой штукой затер. Все правильно. Получается, что воск, ну вот он при трении у нас нагревается, да, и остается, создает такую как бы пленочку, да, какое-то покрытие на торце. При этом это покрытие, оно гладкое, и оно защищает торцы от, ну, жидкости. Но здесь еще такой момент. Вот все стараются как бы найти средства, которые защищают изделия от воды. Но в итоге, что, вот где вы, ну, вы плаваете с кошельками, скажите, или, ну, я просто не знаю, зачем постоянно защищать изделия от попадания там влаги, воды. Я понимаю, там сумки, да, есть как бы смысл, но на сумках лучше торцы красить все-таки, не обрабатывать этими восками, там клеем КМЦ и все. На сумках лучше, конечно, красить. Ну, здесь бывают, конечно, как бы вещи, которые мне не совсем понятны. Посоветуйте воск для растишки. Да вот это ж, ну, по сути, вот эти вот воски, это для любой кожи. Не, ну,
И как можно посоветовать воск для растишки? То есть любую кожу, там, на нее наносишь воск, и как-то он себя будет проявлять на этой коже. Если вам это понравится, то без проблем. У меня есть видео о восковой пропитке, да, которую я делал. Вот, восковая пропитка тоже такой, ну, ощущение, там, допустим, если кожа подходит и этой пропиткой там натереть, то сами ощущения от кожи будут классные. Вот. Но это не всегда так, потому что много кожи уже с каким-то определенным покрытием, который там не впитывает этот воск. Ну, в общем, здесь нужно экспериментировать и выводить какую-то свою формулу. Если вы работаете там с определенной кожей и вам вот эти средства там подошли, и дают классный результат, который бы вы хотели донести своим покупателям и сделать, ну, вот какую-то особенную такую подачу, то без проблем. Если же ну, на коже это не работает, то и смысла нет, он лучше рассматривать что-то другое и более там проверенное, практичное. Так, есть воск от Фибинска, как крем для обуви Киви, нанести после токанола или КМЦ немного с водой. Есть, ну, как бы это больше такие крема, есть, вот, там разные, в общем, это разные средства, воски, там, жировместительные какие-то крема, я вам покажу, тоже у меня есть. Это все там для временной какой-то защиты от влаги, это там для обуви средства, вот, но не для того, чтобы обрабатывать там кошельки, допустим, или какие-то галантерейные изделия. То есть это средства с определенной направленностью, они разработаны для того, чтобы как-то временно защитить там, нашу обувь от воздействия внешней среды. Так, скорость и нагрев сильный. Сколько примерно купюр вмещается в вашем кошельке? Ну, думаю, купюр до 20. Я больше как бы денег не ношу. Именно поэтому дремель на скорости нагрев сильный. Ну, если нанести, вот все правильно. Его же наносят, как бы сам воск наносят нагревом. То есть только нагревают там трением при специальных оборотах, там 800, по-моему, оборотов в минуту должно быть. Вот. Ну, я здесь не скажу. Вот что касается восков, это такая тема для меня, я как бы не проникся. Как чистите штучку для нанесения краски? Э, Как вот эту штучку чищу? Значит, после нанесения краски сразу иду мою, да. Если, если все-таки она уже засохла и, ну, в общем, не отмывается, да, вот этот ластик, и по нему вот так вот снимают, он как бы цепляет эту пленочку, образовавшуюся на ролике, и снимает, ну, снимает полностью этот слой. Есть еще вот такие вот ролики, только с такими продольными, продольными выемками, там шилом вынимаю. Вот. А так ластик пока справляется с этим всем. Как закрываете краску и кожи типа натурель, лапы с восковой пропиткой. У меня на некоторых таких следы от касания влажными пальцами, пятна сдуваются. Дремель мой. Так, на Фибинс вакс смягчает чутка и дремелем из ликера. Так, смотрите. В общем, по обработке торцов тоже, я думаю, понятно. Показал свои средства. Там в комментариях потом под видео можете оставить свои, и в идеале, конечно, оставить свои какие-то рецепты обработки, да. Зрители будут заходить, смотреть, выбирать себе что-то подходящее. У кого-то найдутся такие же средства, как у вас, и, в принципе, они смогут это все протестировать в работе. Так что не скупитесь на комментарии, напишите свои варианты обработки, бахтармы, обработки торцов на разных кожах. И вот именно эта информация, она будет очень ценной и для подписчиков, и я там часто читаю
комменты, что-то в своей работе применяю. Ну, как, допустим, вот это вот стекло купил. Что хочу сказать. Разницы особо между поверхностью, которую я получил, допустим, получаю с шпателем и получаю со стеклом, ну, особой прям такой нету разницы, но стеклом это все делается намного быстрее, потому что мы, ну, как бы затираем сразу в реверсном таком варианте, а здесь сначала в одну сторону, потом в другую, то есть стеклом это все делается быстрее. Теперь по работе, значит, над лицевой поверхностью кожи. Вот, на лицевой. Что у меня есть для этого? Значит, с лицевой тоже. Я как бы стараюсь, ну, вообще минималистично как-то подходить к работе в плане того, что у меня нету огромного количества средств там для обработки. И большинство средств я стараюсь применять и там, и там, и там. То есть они у меня универсальны для всего. Значит, в зависимости от того, какая кожа, то есть есть же кожи уже там с покрытием с определенным там лаковые, допустим, их, естественно, ну, нечем обрабатывать и нету смысла. Э, Также мне не нравится, допустим, для обработки лицевой поверхности, мне не нравятся апритуры жидкие. Вот работал с Кендой, да, потом, ну, все равно они создают такую, знаете, искусственную пленку, да, и вообще, что такое апритуры? Апритуры это тоже, вот у меня был вопрос, что такое апритура? Ну, апритура это, где у меня здесь? Ну вот, это вот жидкое такое средство, которое наносится на, ну или жидкое, или кремообразное средство, которое наносится на лицевую поверхность изделия. И у них какая свойство, ну, какое свойство? Это средства, которые дают временную, допустим, там какую-то защиту. Они приводят изделие в более такой продаваемый вид. То есть они добавляют изделию какую-то не то что новизну, но, в общем, когда мы вот изготовили изделие, апритурой покрыли, все, оно такое блестит, как в магазине, и мы раз его продали, а потом человек походил с этим изделием, апритура стерлась, и все, и оно пришло как бы в такой изначальный вид. То есть апритура это, ну, навести как бы лоск, да, намарафетить это изделие, и все. То есть никаких тоже пишут, посоветуйте, вот чтобы защищало от воды, чтобы там не, я не знаю, короче. Но нету таких средств. Вот воски, да, нанесение восков. Есть, может, сейчас какие-то разработки, которые будут отталкивать воду, но все вот это апритуры, это средства только для того, чтобы вот временный дать эффект. Нету такого, что вы вот нанесли и все, и 1000 лет там это изделие, ботинки, они непромокаемы. Нету такого. Воски, пропитки разные, все равно через время вода просачивается рано или поздно. Поэтому и рекомендуется там посезонно обрабатывать свою обувь, допустим, специальными средствами, да, чтобы посезонно с ними работать. Не раз намазали и все, и через 5-10 лет выбросили эту обувь, а нужно давать такую профилактику посезонно. Вот, так что, что касается этих апритур, значит, на лицевой поверхности я не использую жидкие апритуры, использую кремообразные. Из кремообразных апритур у меня вот этот крем Сюприма и есть еще там несколько кремов, но в основном работаю, где он у меня? Вот в основном работаю с кремом Сюприма. Банки у меня нету, это от детского питания, баночка сюда вот его не открою. Это такие баночки, что их очень сложно открывать. В общем, вот здесь вот этот крем, я его могу наносить наизнанку, могу наносить на лицевую поверхность. В принципе, он, ну, как бы в этих случаях он универсальный. Для изнанки он как бы делает какую-то такую пленочку, да, создает, но если на изнанках, то нормально как бы все заклеивается, ну, вот такого плана. Вот. А на лицевой поверхности этот крем, если наносить его, как рассказывал, губкой,
увлажненный, да, вот этой массой губы, то он потом частично как бы впитывается там в кожу, и нету такого искусственного прям вот этого покрытия пластикового, да, то есть натуральная кожа, она остается более-менее в натуральном виде, вот и все. И по ощущениям остается такой, ну, более приятный. То есть из того, что на лицевое наношу, это вот одна вот эта апритура. Больше, по сути, ну, ничего. Ну, есть там, я говорю, что есть еще несколько кремов, которые я иногда, с которыми я иногда работаю, но процентов 95 изделий идут с обработкой вот этим вот кремом. Также, если, допустим, у нас, ну, хочется мне оставить прям вот натуральное ощущение от кожи, чтобы вообще там химия какая-то не касалась, ну, относительно, да. Вот, то я использую в работе вот такой вот крем жировместительный от EXI. Называется он как-то Вренс Дуббин. Вот, waterproof, лежа и все такое. И взял такую банку, сначала был у меня небольшой образец, потом взял такую банку, сейчас натираю ботинки, сейчас у нас такая погода, там зима, слякоть, оно как-то все, вот, натираю ботинки этим всем, ну и по сути изделие. Частично отобрал вот такую баночку, там у меня внутри поролончика кусочек, и все, и наношу на изделие. Этот крем, он после нанесения, если кожа натуральная и как бы без каких-то там мощных покрытий, то этот крем, он хорошо впитывается. И ну, на ботинках на какое-то время он, ну не знаю, дает такой отталкивающий эффект. Но все равно нужно периодически мазать, если ботинки. А если изделие, то в принципе его особо на изделиях и не видно. Э, Это кожа Бутера, вот эта кожа Бутера, все изделия из этой кожи, из Бутера я обрабатываю э, этим кремом. На Бутера вообще не хочется наносить никакой химии, она прям, ну, вот очень приятная, да, очень приятная. И, ну, ничего не хочется с ней делать, просто хочется оставить ее в таком вот изначальном виде. Поэтому после работы, допустим, а здесь бывает такое, знаете, там где-то здесь там взялся, где-то здесь, может, где-то капелька клея там была, еще что-то. То есть какие-то там пятнышки бывают. Так вот, я просто это все натираю данным кремом, вот, убираю вот эти поверхностные какие-то следы просто, и, ну, как бы крем впитывается, и все. И остается именно натуральная такая чистая поверхность у нас кожи. Вот, это, по сути, на данный момент, это все средства, которые я использую в работе своей над кожаными изделиями. Все выбираю по случаю, но чаще всего у меня как бы алгоритм и схема работы, она одна и та же. Заглаживаем бахтерму, если нужно, клеем КНЦ, допустим, потом покрываю бахтерму, нет, сначала заглаживаю бахтерму, потом снимаю фаску, заглаживаю торцы, потом наношу покрытие на торец, допустим, тот же грунт, краску, что-нибудь, да, закрываю торец, после этого закрываю бахтерму, потому что если, допустим, апритура попадет на краску на торце, то ничего особо и не произойдет, а вот если, допустим, нанести апритуру до того, как покрасить торец, то апритура, конечно, закроет там торец, и краска может плохо лечь. Поэтому я изначально обрабатываю торцы, дальше закрываю изнанку апритурой, ну и все, сшиваю изделие, и потом уже в конечном результате или же наношу крем на лицевую, или же наношу вот этот крем. Все. Все очень просто, и пока меня такой вариант устраивает работы. Так, теперь по комментариям.
Ну, лучше наносить, ага, краску, я думаю, лучше наносить шерстяными шариками, спонжи. Есть у меня эти шарики, на лицевую, в принципе, наносится нормально, на изнанку она очень быстро и, ну, как бы точечно, да, точечно впитывает. Где-то вот мы этот шарик приложили, допустим, сейчас у меня, наверное, нету показать, но есть у меня эти шерстяные такие комочки на проволоке, да, которыми можно красить. Вот. Мы его приложили в одной точке, здесь больше ухватило краски, а дальше провезли, там меньше, да, и все равно получается неравномерный окрас. Так что на изнанке такие штучки тоже как бы не особо сработают. Водой промыл, только потом он стал плохо крутить. Что делать? А что делать? Ну, если крутит же, то вот здесь, значит, вот здесь какая-то проблема. Можно попробовать как-то разобрать или, допустим, не знаю, там капнуть масло, там же что-то должно быть внутри, ну, не знаю. Ну, подшипники это, наверное, в очень крутых таких инструментах, а здесь тоже должна быть какая-то основа. То есть, я думаю, чем-то как-то разобрать или просто туда масло какое-то капнуть, чтобы оно прокрутилось. Так, так, не опускайте весь ролик в воду, только ту часть, которая красит. Это ответ, я понял. Я от воды пропитываю лицо эликсиром от Кенды. Работал этим эликсиром. эм, Это тоже временно. Я тестил его, все равно через время вода проникает. И я же говорю, что все эти средства, они временные. После эликсира тоже его надо обрабатывать. Это дополнительные, он на разных кожах себя по-разному ведет. Это дополнительные телодвижения, дополнительные операции. Если большие изделия, это ну, уйма времени. Так что эликсир, ну, я тоже как бы не особо заценил. Я вообще изначально тоже болел вот этой темой защитить изделие, чтобы оно не намокало. Но к чему я пришел? Я пришел к тому, что если покрытие на коже изначально фабричное, да, не держит воду, то чем бы мы ни обрабатывали, все равно устойчивого покрытия от влаги мы не дадим в своих условиях. Если, допустим, вот идет кожа с фабрики, она идет с каким-то лаковым там покрытием. Все, воду она не берет, это пластик, там, все, ну, как бы изначально эта кожа, ну, как бы не пропускает воду. Вот ее нужно выбирать для тех изделий, которые вы хотите пошить, и чтобы они там где-то плавали или были под дождем, или в каких-то вот таких суровых условиях. Если если мы шьем какое-то изделие и потом начинаем что-то воротить, там, чтобы воду оно не пропускало, будет оно все равно пропускать. Не сегодня, так завтра, послезавтра. Все равно под воздействием различных вот этих факторов а, эти все средства, они не будут постоянно удерживать влагу. И ну, это бессмысленно, потому я как бы бросил эту всю затею, работаю с теми кожами, которые мне просто нравятся, и не стараюсь их от чего-то защитить, не знаю, мне нравятся эти ощущения, не люблю пичкать там много химии в эту кожу и все такое. Так, дальше. Так, не пускай. Ага, Есть сумочка поясная, хром растительный, тип дубления, сквозное окрашивание. Чем обработать, чтобы придать водоотталкивающие свойства? М, Так, мне там еще по красту был вопрос, чем можно крас защитить. Вот, смотрите, крас то же самое. Ну вот, допустим, человек порекомендовал эликсир. Можно пропитать, допустим, краст эликсиром. Краст это же вообще кожа, она по сути без там каких-то покрытий. То есть это такое как бы полуфабрикат. Вот. И мы на него можем наносить что угодно. Поэтому краст в идеале
ну, допустим, тот же эликсир или вообще ничего не там, да, и закрыть хотя бы, закрыть, пропитать какой-то апритурой, чтобы вот эта поверхность, которая у нас есть, краста, она чем-то закрылась, какой-то пленочкой, потому что краст, он в итоге может и красить там одежду, то есть это просто окрашенная кожа, и ее нужно чем-то обработать, ну, хотя бы нанести какие-то апритуры, и все, и закрыть вот эту возможность там окрашивать окружающих, окружающие предметы красным. Так, теперь э, э, я пользуюсь касторовым маслом. Кожа становится более матовой, красиво фактурится и немного темнеет. Растишка в этом плане любит касторку. Я, ну, как бы, делаю, я уже говорил об этой восковой пропитке, тоже там касторовое масло с воском. Ну, неплохо получается, но это все для определенных изделий, для определенного направления изделий. Потому что те изделия, которые мы обрабатываем, допустим, воском, вот, они не выглядят так дорого, как, допустим, изделия из глазной кожи, которые воском не хочется портить. Вот и все. И, ну, есть ценители такого, допустим, более handmade, да, а есть ценители более каких-то таких, как бы, похожих на фабричные изделия. Вот, так что здесь мы выбираем каждый для себя, чем обрабатывать и какой внешний вид будет у конечного продукта. Что вы советуете клиентам по обработке кожи, если она долго не держится? Так, что вы советуете клиентам по обработке кожи, если она долго не держится? Вот по поводу держится не понял. М, Ну, как бы уход за любым изделием, смотрите, ну, как бы вот это вот, допустим, вот таким вот чем-то. Есть специальные крема, которые предназначены специально для ухода. Есть такая химия, там, сапфир, да, у них очень много различных средств. Это нужно консультироваться именно по уходу за кожаными изделиями. Мне пока вот это вот достаточно. Это, ну, по сути, и есть средства там для ухода. Так, даже в обычном китайце стоят подшипники. Возможно, но я там не разбирал. А есть у меня другая ручка, там подшипников, по-моему, не было или был один только. Так, где вы продаете свои изделия? Так, изделия продаю, Инстаграм у меня рабочий, то есть чаще всего у меня изделия продаются в Инстаграме. И все, кто пишут вопросы в комментариях, там, в сюжетах, как с вами связаться и где можно приобрести изделия, пишите мне лучше в Инстаграм, да я там быстрее отвечаю. Можно на почту, можно в Фейсбуке, но лучше в Инстаграме, потому что в Инстаграм я там веду, и больше процент покупателей у меня идет через Инстаграм. Там проще мне и сбросить пример, показать, да, допустим, или что-то обсудить. Все вот эти моменты, это лучше Инстаграм. Хотя любые там вайберы, ватсапы, все это у меня есть, но чаще всего это Инстаграм. Ну и плюс еще Etsy, пытаюсь, в общем, разобраться с Etsy, чтобы выйти на такой более международный рынок. Скажите про целесообразность приобретения ручной двоильной машины. Ручной двоильной машины, целесообразность. Если у вас, ну, как бы, есть мастерская, есть в ней место, то почему бы и нет? Я думаю, это целесообразно, если вы шьете изделия и хотите сделать их там тоньше. То есть, если вы продаете, к примеру, кошельки, то есть смысл покупать эту двоилку. Или же у меня была такая тоже там, я вот недавно ее продал, я работал с ременными полосами. Некоторые кожи там мне нужно было раздвоить ее до толщины 2 миллиметра. И я этой машинкой работал. То есть вы просто смотрите по своим задачам, если вам нужно, и вы вот чувствуете, что ну прям вот эта машинка вам добавит плюс какой-то к вашим изделиям, сделает их круче, то почему бы и нет, покупайте, это классная штука. Только ее потом нужно доработать, потому что у нас
То, что я видел на рынке, двойные машины, они все продаются с этими с одноразовыми лезвиями, и они не широкие, то есть максимум там 10 сантиметров. Если на кошелек нужно обложку, ну, как бы раздвоить, то все-таки лучше, чтобы лезвие было пошире, там хотя бы 12-13 сантиметров. Так, всем здрасте. Так, а методом полного погружения кожи в краску не пробовал красить? Полное погружение в краску не пробовал, потому что у меня, во-первых, столько краски нету, во-вторых, я думаю, это можно сделать, но м, это, наверное, нужно какую-то прям целый огромный такой заказ, целую серию изделий просто красить. Тогда можно порезать, ну, на заготовочки, да, и их поочередно там окунать, где-то сушить. Это все, это, ну, очень такой, конечно, процесс. И после высыхания кожу может повести, как-то погнуть. То есть это может даже не очень практично будет, если красить таким образом. По работе с крокодилом пару слов. Закупил у Fox крокодила. Если не сложно, расскажите нюансы работы с ним. Нюансы работы с крокодилом. Ну, во-первых, у меня руки трусились, когда я его резал, потому что этот кусочек, там цена его 60 евро, да, и как бы испортить, это уже не то, что там кусочек растишки где-то отрезал неправильно, ага, возьму себе там и еще вот и еще там с этой кожи. А здесь, ну, очень так бы, как сказать, было стрёмно именно допустить какую-то ошибку, поэтому там или лекала какие-то вырезал и все вот старался, чтобы сделать, ну, с первого раза, чтобы все получилось, хотя это не всегда у меня выходит. А так, ну что, я и как бы её наклеил, вот, кожа в работе нравится, пробивал, отверстия с изнаночной стороны, отсюда пробивал. А, Где-то слышал, что крокодила нужно пробивать с изнанки. Ну, получается, что, здесь из-за вот этой фактуры, вот. Наверное, может как-то, неровно, допустим, в некоторых местах, может там неровно идти пробой или отверстия будут кривые, поэтому все-таки есть, думаю, смысл пробивать с изнанки. Но это единственное, как бы, что я, не знаю, что такое сделал. А так, как обычная кожа, проклеили и торцы, в принципе, шлифовал и обрабатывал, этим. Из-за того, что это хромка, наносил на торцы вот такой вот грунт. То есть мне понравилось, что здесь торцы, они такие двойные, и видно, что кожа склеена. Вот и все. Так, ну-ка еще. Планируете ли делать обзоры и испытания по популярным артиклам кожи? Думаю, было бы популярно среди начинающих. Кожа, ну как, на Бутер вот сделал я там обзор, на Pueblo делал кошелек. То, что мне попадается, то я, в принципе, делаю. Если есть поставщики, которые хотят показать какую-то хорошую кожу зрителям, я, ну, как бы всегда открыт к сотрудничеству. То есть мне присылают кусочек, я могу с него что-то пошить или сделать на него обзор, но это должна быть, ну, как бы хорошая кожа, не, ну, такое, чтобы с ней можно было работать и сказать, что она реально классная, а не просто так. Про Бахтермы был ответ, как красить. Да, Бахтарму я сказал в начале, постараюсь сохранить а, это видео, постараюсь сохранить. И по Бахтарме я уже сказал, как красить, уже это обсудили. Оставить запись, пожалуйста, потом. Так, оставлю, чем или как обрабатывать кожу краст хромку, чтобы ремень, например, не красил одежду, а то покрывал в 2 слоя апритура и поверх эликсиром, но может... Нет, эликсиром нужно изначально покрывать, а потом уже апритура. Эликсир поверх апритуры не стоит наносить. Краст, ну, надо закрывать апритурами, не знаю, что он красится, значит, настолько уже он плохой. Э, Так, ребятки, буду заканчивать, потому что мои, мои вернулись, сейчас будет крик здесь, шум на видео.
Всем отвечу под видео. В общем, рад был, так сказать, видеть. Подписывайтесь, пишите комментарии, пообщаемся еще под видео. Постараюсь ответить на все вопросы. И до новых встреч. Э, А где? Ага, вот.